Нестор Летописец, также Нестор Печерский, Нестор Киевский, древнерусский летописец, а географ конца XI, начала XII веков, монах Киево-Печерского монастыря. Традиционно считается одним из авторов «Повести временных лет», которая наряду с чешской хроникой Козьмы Пражского и хроникой и деяниями князей или правителей польских Галла Анонима имеет фундаментальное значение для славянской культуры. Чем дальше от нас по временной оси жизнь того или иного человека, тем труднее рассказать о ней более или менее точно. Иногда даже трудно убедительно утверждать, что тот или иной персонаж — реальное историческое лицо, а не плод талантливого вымысла досужих хронистов. Не все ясно со многими легендарными основоположниками. Первый император Японии Дзиму, согласно множеству летописей, родился 13 февраля 711 года до нашей эры, а умер 9 апреля 585 года, прожив 126 лет. Правда, все археологические данные говорят о том, что японское государство возникло на 1000 лет позже. Но за такие слова когда-то могли и посадить, у основателей держав, такая участь. Остаться в истории с приукрашенной биографией. А как же, например, с философом Сократом? Его труды до нас не дошли. А то, что пишут о нем, так плохо сочетается друг с другом, что некоторые считают, будто никакого Сократа не было. Просто его выдумал Платон в качестве учебного примера. И довольно убедительно аргументируют, многие уверены в существовании страшного вампира графа Дракулы. И, кстати, он жил на самом деле, но не был вампиром, хотя жестокостью действительно отличался. Даже былинный Илья Муромец, хотя вряд ли убивал соловья-разбойника, взаправду существовал. Более того, в 1643 году был причислен к лику святых, и его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре. А недалеко от Ильи Муромца находятся мощи еще одного легендарного человека, доказательств существования которого у нас хватает. Его труды издаются и сейчас, их может прочесть любой. Не все о нем дошло до нас сквозь толщу времен, но сведения собираются по крохам, ибо он всем интересен, хотя бы как создатель языков, на которых мы говорим. Он родился примерно тогда же, когда умер Ярослав Мудрый, последний из князей, единолично правивший всей Киевской Русью. Начинались лихие и забавные времена, чреватые кучей событий, а, как верно сказал поэт Николай Глазков, чем столетие интересней для историка, тем для современника печальней. Историк был востребован, и он не замедлил родиться. В какой семье? И не пытайтесь узнать. Слишком много времени прошло. Вряд ли в очень знатной. Такого юношу, скорее всего, склонили бы продолжать отцовские дела. Вряд ли в очень бедной. Наличие определенного образования и очевидной тяги к знаниям явно закладывалось с детства. Времена стояли в религиозном отношении не особенно стойкие. Владимир Святой крестил Русь, и потихонечку все население христианизировалось, но языческое сопротивление пришлось подавлять столетиями. Но Нестор явно вышел из семьи, принявшей христианство не только как официальную религию, в которую велено веровать, если не хочешь неприятностей, но и душой. Где он учился, можно только догадываться. Раз жил в Киеве, мог окончить школу при Свято-Софийской митрополичьей резиденции. Такие предположения делаются. Если это так, он почти наверняка знал в каком-то объеме и греческий язык. Похоже на правду, а точнее не узнать. В 17 лет он по собственной инициативе пришел послушником в Киево-Печерский монастырь, основанный примерно за 5 лет до его рождения монахом Антонием Печерским и его сподвижником Феодосием. Именно Феодосий и был первым наставником юноши. Уже преемник Феодосия, игумен Стефан, осуществил пострижение Нестора в монахи. При этом будущий летописец сразу был удостоен сана иеродиакона. Такое посвящение означало разрыв с мирским, сопровождалось непременным обетом безбрачия и должно было определить всю дальнейшую жизнь. Сразу он заслужил уважение монашеской братьи. В числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из затворника Микиты
Искушенного иудейским мудрствованием, уж не знаю, как именно его изгоняли, но Микита потом стал святителем новгородским. Образованный монах, знавший греческий язык, священное писание и творение святых отцов, явно был склонен к работе скриптора, переписчика священных книг и писца. Думаю, что он быстро нашел у себя желание не только переписывать чужие тексты, но и сочинять свои. Переписка священных книг тогда была важнейшим и необходимым делом. До появления книгопечатания в Европе осталось 4 столетия. А нужда в церковной литературе в ходе продолжающейся всеобщей христианизации Руси была велика. Но если есть тяга к творчеству, скрыть ее надолго все равно не получается. Вот и у Нестора появились собственные сочинения. Первым из них стала книга чтения о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, написанная вскоре после перенесения их святых мощей в Выжгород, произошедшего в 1072 году. Это рассказ о смерти 2 братьев Ярослава Мудрого, убитых коварным святополком. Главное в этой книге — прославление невинно убиенных страстотерпцев, которые знают, что их убьют, но не желают воспротивиться преступному брату. Борис умирает со словами «Как Господу угодно, так и будет». А его слуги говорят «Какой благости исполнен ты, что не восхотел ради любви Христовой воспротивиться брату? А ведь сколько воинов держал под рукою своей». Также без сопротивления умирает и Глеб, перед смертью просящий Бога о спасении не только отца, братьев и дружины, но и лишающего его жизни святополка. Это сочинение «Житие святых». И Борис, и Глеб ведут себя как образцовые христианские святые, проявляя благородство и бесстрашие. Следующее известное его сочинение — «Житие человека», лично ему знакомого, его первого наставника Феодосия Печерского. Оно не очень похоже на привычный стандарт житий святых, переполнено яркими бытовыми подробностями, колоритными образами и описаниями событий. Житие Феодосия отличается живостью литературных характеристик персонажей. Нестор достигает иллюзии правдоподобия в описании творимых Феодосием чудес, умело изображая диалоги основных действующих лиц и даже случайных персонажей, оживляющих повествование. Особенно выделяется в житии образ матери Феодосия. Вопреки традиции, Нестор изображает не лишенную каких-либо индивидуальных черт благочестивую христианку, предстающую в условном амплуа матери святого, а совершенно живого человека, не без недостатков. Он описывает женщину властную, суровую, решительно противящуюся религиозным устремлениям сына, не останавливающуюся перед тем, чтобы жестоко избить или посадить на цепь отрока, мечтающего лишь о богоугодных делах и пострижении. Для жития такое редкость. Этим участие Нестора в канонизации его учителя не ограничилось. В 1091 году именно Нестору игумен Иоанн поручил отправиться на поиски мощей Феодосия, которые и были, как принято писать в агеографических сочинениях, чудесно обретены руками Нестора и еще 2 монахов. Но та работа Нестора, которую мы сейчас больше всего знаем и чтим, это, конечно, повесть временных лет. Автор начал ее со слов. «Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля. Масштабная заявка, начало не менее масштабно, не то чтобы от Адама и Евы, но от сыновей Ноя, Иофета, Сима и Хама. По Нестору именно от старшего сына Ноя Иофета произошли славяне, в частности, поляне Кий, Щек и Хорев. Так тогда было положено, но это не совсем историческая преамбула быстро кончилась. Уже с года 6360 от сотворения мира, по-нашему 852, пошли реальные факты. Описывая времена до собственного рождения, Нестор, разумеется, использовал многочисленные источники. Воссозданный только по ссылкам на него древнейший свод, дополнения, сделанные к нему монахом Никоном, византийскую хронику Георгия Амартолы, рассказы старого боярина Яна Вышатича, воспоминания воинов и путников. Полнота и подробность его труда уникальны. Описывает он и приход Рюрика,
и походы Олега, и гибель Игоря, и месть Ольги, и победы Святослава, и спор о вере при дворе Владимира, и трудный путь к власти Ярослава. Записи о временах до начала работы Нестора более лаконичны. Иногда ничего, кроме номера года, в них нет. Зато сведения о тех годах, в которые он жил, более подробны и, пожалуй, более эмоциональны. Это видно даже при всех внешних атрибутах беспристрастия, которые он блюдет. Себя в летописи он называет то невеждой, то недостойным, то грубым, то исполненным множества грехов, то даже меньшим всех в монастыре. Все, как и подобает скромному и смиренному иноку. Но повесть временных лет не только является важнейшим источником бесценных исторических сведений, это большая литература, несомненно, мирового уровня. Нестор довел свою летопись до 1110 года, пока у него еще были силы продолжать работу. По всей вероятности, скончался он в 1114 году. Человек оставил этот мир, а его книга начала свою самостоятельную жизнь, тоже не лишенную крутых поворотов и любопытных приключений. Первая редакция «Повести временных лет» в том виде, в котором Нестор ее создал, не сохранилась. В 1113 году скончался покровитель Печерской обители, киевский князь Святополк Изяславич, и его место занял Владимир Мономах, который стал конфликтовать с руководителями Киево-Печерского монастыря и передал летописание в Выдубецкий монастырь. В 1116 году выдубецкий игумен Сильвестр несколько подредактировал последние страницы «Повести временных лет», стараясь подчеркнуть заслуги Владимира Мономаха, показать его мудрым князем и защитником Руси. Так появилась вторая редакция «Повести временных лет». Похоже, что через 2 года, в 1118 году, рукопись претерпела еще одно редактирование. Заказчиком и, возможно, автором этой редакции был сын Владимира Мономаха Мстислав. Для летописи тех времен, и не только тех, вельможное редактирование было в порядке вещей. Но и эта редакция дошла до нас не самостоятельно, а в составе других, более поздних летописных сводов. Самый древний из них — это Лаврентьевская летопись, написанная монахом Лаврентием в 1377 году и случайно найденная лишь в XVIII веке князем Мусиным Пушкиным в Петербурге. Включена она и в Ипатьевскую летопись, причем там ее список несколько более полон, есть сведения, которые в Лаврентьевской летописи отсутствуют. Скажем, только там указано, что варяг Рюрик сел в Ладоге. В Лаврентьевской летописи этой даты нет. Есть и другие мелкие различия. Уж если сомневаются даже в реальности Уильяма Шекспира, который жил на полтысячелетия позже, неудивительно, что и Нестору не удалось избежать этой участи. Ряд историков поставил под сомнение само его существование, считая летописца неким условным собирательным образом. Обнаружили целый ряд противоречий между отдельными сведениями, содержащимися в повести временных лет, о Киево-Печерском монастыре и теми же сведениями, которые содержатся в других произведениях Нестора, скажем, в «Житии Феодосия». Но такое бывает. В Лаврентьевском и ряде других списков текст обрывается записью игумена Выдубецкого монастыря Сильвестра. Игумен Сильвестр святого Михаила написал книги «Селетописец». Но это как раз просто объяснить. Выше указано, что он подредактировал заключительные статьи. Имя Нестора указано только в так называемом Хлебниковском списке, написанном на бумаге XVI века. Там рукопись подписана словами «Нестор Черноризец Феодосиевского Печерского монастыря». Упоминается его имя и в Киевско-Печерском патерике, где святой Поликарп вспомнил автора «Повести временных лет» так. Нестор, который написал летописец. Так что похоже, что он действительно существовал и создал свои труды, так же, как Шекспир, Сократ и, к сожалению, Дракула. Его воспоминания 1096 года о набеге половцев на Печерский монастырь явно написаны человеком, который лично это пережил. Нестор-летописец официально канонизирован Русской Православной Церковью и другими церквями, не только православными. Например, под именем Нестор-летописец Печерский
Он входит в число святых Римско-католической церкви. Его мощи в ближних пещерах Лавры. Памятники Нестору-летописцу установлены в Киеве, Борисполе и ряде других городов. Минимум в 8 разных населенных пунктах Украины есть улицы Нестора-летописца. А в Киеве возведены 2 храма во имя преподобного Нестора-летописца. 9 ноября, в день чествования памяти Нестора-летописца, с 1997 года отмечают День украинской письменности и языка. И это понятно, ведь Нестор является, пожалуй, первым известным нам писателем для всех носителей восточнославянских языков. Несомненно, и украинского. История Нестора доказывает, слова живут дольше империй и золотых монет. А как вы считаете, стоит ли верить летописям, которые многократно правили князья, или истина навсегда осталась в несохранившихся черновиках монаха? Пишите свои мысли в комментариях, нам важно ваше мнение. И если вы хотите чаще заглядывать за кулисы истории, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее расследование. До встречи в новых видео.